Да, я понимаю. Без проблем с ним разобрались. 2-0. Он экономически сейчас делают Copenhagen Flames. И после этого уже посмотрим на полноценный девайсный в исполнении обеих команд. Ну, а пока здесь играют фуллека, в принципе, можно глянуть на винрейты на Вертига. У Copenhagen Flames за 15 сыгранных игр 73% винрейт. У UMX за 8 игр 62%. Ну, в принципе, обе команды по статистике достаточно уверенно должны себя чувствовать на этой мапе, так как достаточно высокие проценты винрейта. Но напоминаю, что это выбор британцев. Так, продолжаю здесь по одному просто убивать игроков защиты. Все, только одного артиста потеряли. Ну и сейчас посмотрим на полноценную уже девайсность. Даже Никуда себя АВП, скорее всего, возьмет. Да, покупает авик с армором. В атаке пока по-прежнему все те же девайсы. 3 калаша и 2 фармагана. Начинают прямо сразу под точку Б разыгрывать. Ну, в принципе, можно походить здесь, немного постоять, пораскидывать. Целых 1,5 минуты на то, чтобы побегать по карте. Манкс тем временем занимает позицию в упоре, откидывается моликом, просто уходит на рукав. Опа, экстинкт находит Никуда, за. Минус снайпер, кстати говоря, у защиты. Ну и сейчас будет, видимо, сплит Б. Да, выходит уже через рукав. Артист решил дальше пропушить по миду. Находит. Нодился, 1 хп ему оставляет, но все-таки перестреляли. Здесь артисты, выход под Б, Джаби с Асилином. 2 их забирают, остаются 3 в 4 сейчас UMX. Ну, домочек каленый Нодиус буквально на 1 хитпоинт. Есть даже хаешка, которую можно прокинуть. Так, Джаби вылезает, забирает тут пола. Моментально его разменяли. Маза в спине, не справляется со спреем. 1 хп у Манкса, да ладно, 2 игрока просто на одном хитпоинте. И выжили в этом раунде. Ну, Copenhagen Flames забирают себе первый девайсный. И счет у нас становится 1-3. Я такого давненько не помню, чтобы 2 игрока на одном хитпоинте выжили за раунд. Кто вчера помнит Копенгаген АК-23? Да, я вчерашний день прекрасно помню. Не, ну была интересная игра. Но наши СНГ ребята камбэкнули. Так, выход под Б. Экстинкт начинает уже здесь настреливать. Опа, взорвали Джаби. Остается под Б Асилиан. Тут к нему, кстати, начинает уже перемещаться. Асилиан заспрейл через ширму от пола. Так, под флешку забирают еще экстинкта. Шикарно сейчас принимают 2 игроков под Б-плентом. И остаются в меньшинстве UMX. Взяли бомбу и погнали через рампу сейчас под точку А вылетать. Никудас находит в смоках артиста. Вдвоем уже остается UMX. Бомба по-прежнему не стоит. Подобрали. Жираф начинает плентить.
Вот Маза, кстати, АВП нашел. Ну, 4 в 2, в принципе, легко должны сейчас заретейкать, по идее. Смог закончиться. И можно уже выходить на плент. Так, Нодиус получает по лицу. Жираф, еще Маза по фрагу, да ладно. Силен последний против двоих остается. Расстрелял Мазу, ну, Жираф все-таки затащил. Вот это сейчас 2 в 4, конечно. Задефали плент UMX. Ни шанса не дали. И в итоге 4-й раунд для британцев. Все, закончились деньги у Copenhagen Flames. Приходится делать пистолетный. Так, пошли поджимать уже мид. Асилен под флешку вырывается. Первого, второго в голову забирает. Еще и Мазу чуть не убил. Но это очень хороший сейчас был выпад от Асилена. Остались 3 в 4 сейчас UMX. Ну, если вот в таком духе сейчас продолжит Copenhagen Flames, они, в принципе, могут и пистолетный забрать. Начинают смещаться под Б сейчас. Здесь один Джаби стоит. Маза забирает Нодиуса. Заходит через перемычку, минус по Джабе. Ну и Манкс с Никудозом остаются вдвоем. Ну нет, такой раунд уже забрать не получится. Но девайсы выбить попробовать можно. Выходит под Б. Получает по лицу, кстати, Маза. Отлетает Манкс. И остается последний Никудос против двоих. И это 5-й раунд для атаки. Прикол вести трансляцию так тихо. Не знаю, в чем прикол так тихо слушать. Прибавь громкости. Что за вопросы странные? Джаби в поджиме забирает экстинкта. Ну, дальше на него, в принципе, здесь не пошли. Так, тут еще Макс поджимает тем временем рампу. Увидит сейчас спину артист. Как он повернулся? Он же спиной выходил. Так, артист одного забрал. Проходит через рукав. Нодиус. Зачекал. Тем временем перестреливает Мазу. Ну, под рампу сейчас все подтянулись. Нодиус попадает по голове Жирафу. Еще вторую голову видит. Патрончик в этот полу попасть. Ну нет, разменяли Нодиуса. Погибает еще и Асилиан. 2 в 2 в итоге остаются команды. Никудос по-прежнему на цементе живет. Есть еще один молик. Но теперь потушить себя нечем. Приходится отсюда выходить. Прицелился по голове, но не попал. Отлетает Никудос. И последний Джаби остается против двух живых игроков. У него, если что, нет китов, но там валяются, просто поднимается с контрола и получает по голове. 6-й раунд для UMX-ов. Опять, по-моему, 2 в 4 проиграли сейчас. Copenhagen Flames. Ну, я не знаю, у меня выставлена максимальная громкость, поэтому я тоже ничего не могу выкрутить. Придется смотреть так.
Пистолетный раунд в итоге. Copenhagen Flames решили сделать тройной буст. Но тем временем под Б просто вываливаются UMX. Начинают раскидывать. Убили там уже Джаби. Остается последний только Асилин на приеме. Так, Маза. Смотрит перетяжку, зачекал. Ну, возможно, кстати, развернуться сейчас UMX и просто уйдут дальше карту сплитить. Либо можно похолдить. Где-то через секунд, через 20-30 все-таки выйти под Б. Так, Асилиан. Ну, отсюда не видно этот пол, он за балкой стоит. Забустили Экстинкта. Никудос забирает его на бусте. В меньшинстве остаются UMX и пошли все-таки по точку Б. Асилиан забирает жирафа. Минус Маза. И последний Тедпол остается. Тоже не жилец. И Copenhagen Flames забирают пистолетный форс. Второй раунд для них. Залутали еще пару девайсов. Вон 2 калаша. Мак 10 подняли. Ну, Мак 10 не самый лучший, конечно, ган. Но, в принципе, можно его тоже оставить. Подруинили, кстати говоря, экономика. У UMX-то всего лишь 2 девайса. Калаш и АВП. 3 пистолета. Начинают раскидывать рампу. Ну, кстати, Манкс решил не вставать по Джимми. Маком. В этот раз UMX решили похолодить подольше. Так, жираф. Пошел первым на разведку. Прилетает молик. Там Никуда с цемента уже с ВП смотрит. Так, вылезает жираф. Ой, забайтили Никуда за на выстрел. Полетели хаешки. Ну, 11 хп остается, но все еще живет. Минус Нодиус тем временем. Никуда забирает жирафа. Начинает его пушить. Забрали все. Никуда же на цементе последний. Остается Джаби против 4. Вся команда где-то там погибла на рампе. Ну и Джаби пойдет просто сейвить. Ну, это, конечно, не пистолетный форс. Но UMX тоже забрали не самый лучший бай. В ответ. И это уже 7-й раунд для них. Пошли на поиски Джаби. Забирает Экстинкта. Ну, тут еще тот пол есть. Джаби. Кидывается смоком. Что, его запушат? Нет, уже не смогут здесь перестрелять. Ну, засейвил, конечно, калаш. Но вот раунд все равно Copenhagen Flames проиграли. Ну, закупиться, кстати, можно. У Василина здесь никуда нету денег, но Джаби может кинуть один дроп. И кто-то побегает с Фамосом, ничего страшного. Коэффициенты, кстати говоря, поменялись. 2.35 на Copenhagen Flames и 1.55 на UMX. Вот такие нам кайфовые матчи предлагают. Ну все, теперь фавориты здесь британцы. После, в общем-то, достаточно уверенного начала на первой половине. 2 ВП в атаке. Там залутали в Никуда Завик в прошлом раунде. Сейчас будут с 2 ВП в атаке играть. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Артист там уже выцеливает рампу. Второй АВП стоит под точкой Б, сейчас смотрит.
Пытается что-то новое здесь щелочку увидеть. Но ничего не видно из-за смока. Так, Никудас прожимает, забирает жирафа. И отсюда потихоньку отходит. 40 секунд у UMX на то, чтобы куда-то полноценно уже вывалиться. Никудас будет еще дальше принимать рукав. Там тем временем забирают Манкса в размен. Никудас попадает, но не сваншотил Экстинкта. Как неприятно. Погибает в рукаве. Втроем остается Copenhagen Flames. Ставится бомба. И придется сейчас 3 в 4 ретейкать. Если они вообще пойдут на этот ретейк, они побегут просто сейвить. Но очень сложно будет сюда сейчас вываливаться как-то втроем. Да, ушли. Ушли сейвить девайсы. 8-й раунд для UMX-ов. 3 АВП, да, кстати, 3 АВП теперь в атаке. Не, артист выкинул авик. Говорит, ну его нафиг. Не будем с 3 АВП в атаке играть. Это уже перебор. И, кстати, второй авик тоже выкинули. Все. С одним АВП будут продолжать отыгрывать. Только Маза остался с снайперской винтовкой. Ну, заполучили себе преимущество. Ну что ж, дорогие друзья, мы наблюдаем за матчем Нордавин против Copenhagen Flames. И для вас прокомментирую сегодня я. Говорите, за кого вы болеете и чем вы слушаете. За счет засейвленных девайсов. Выход под мид. Втроем. Асилиан. Зачекал. Выход, никого из них смог перестрелять. Летает ему ноги молик. Ой, неприятно Асилиану. Пока что это выглядит как классический сплит Б. Если будут проходить через лестницу 2 игрока. Ну, уже сместились под точку Б вчетвером. Copenhagen Flames только одного оставили сидеть Никудаса. Смотреть тампу. Так, Асилиан выходит на мид перестреливать Мазу. Тем временем под рампу игроки атаки. Разменялись по Манксу. Минус еще и Нодиус. Асилиан добирает Экстинкта. 2 в 2 в итоге ситуация сложилась. Бомба по-прежнему на руках. И тем временем полноценно вываливаться. Асилиан уже в пункте. Вот прям под носом ставит бомбу, начинает простреливать, все выше головы, куда летит. Парень просто не прочитал, что там на контуре ставят. Поставили бомбу, ушел жираф. Попытка раздефить. Ну, это слишком в наглую будет. Так. Off, they know his last position. Lovely shot for 2. Giraffe's gone huge. He's picked up 3 kills as well for UMX. They've picked up a 9. What? Off. Ну и пока кто это, блядь? Copenhagen Flames проигрывают со счетом 2-9. Асилиан 11-9. Манкас 4-9. Нодиус 6-8. И Джоби 6-9. И Никодас 9-10. Пока что защита явно не строится у Copenhagen Flames. Ну и UMX берут уже 9 в атаке. Полный бай у Copenhagen Flames. Ну и будем надеяться, что Copenhagen Flames будут брать этот раунд. Манкас чекает рампу. Ну и UMX пока подходит к рампе и начинают потихоньку добираться до точки А.
Флеймзы пока что перетягиваются втроем на А. Ну и Манкос вместе с Асилионом будут встречать их. Молик. Смоук. RTC делает минус. Нодиус должен разменивать. Нет, RTC делает минус по Асилиону. Николас делает минус АВП. Ну и Джоби вместе с Нодиусом и Николасом будут делать ретейк. Отстрелили одного. Остается 2 в 3. На поставленной бомбе. Итак. Флешка. Оттопали. Бомба тикает. Минус 1 на размен. Ну, бомба все тикает и тикает. И походу это раунд для UMX. Да. RTC забирает. 10-2. Ну и Флеймзы никак не могут собраться в защите. Это, конечно же, печально. Потому что в начале матча Флеймзы выступали фаворитами. Так, ну и Эко, Copenhagen Flames, они будут начинать. Будут доходить до 11 UMX и выходят на рампы. 3 человек стоят, 2 на Б, 1 на миду, и уже Асилион поджал T-спаун. Ну и всю инфу, конечно, говорит для Флеймос. И это будет укрепление втроем. Но есть шанс у Копенгаген. И по голове получает RTC. Выходит на плент. 2 на дуге. 3 в сайте. Маза делает минус. Нодиус на размене. 3 в 4. Асилион прочитает? Прочитает. Не заберет. 3 в 2. Но приколошен на Асилионе. Ну и Асилион, по сути, ну, может защитить 2 в 1, но при поставленной бомбе и без диффуз критов это будет очень сложно. Молик на бомбу. Ой, смог на бомбу. Ну и, я так понимаю, человек идет... А, нет. Перекрёст самогон станет. Ну и минус по Асилиону. Нет диффуз критов. Да, 11-2 за UMX. Ну и... Бай, Copenhagen Flames. Конечно, хотя бы четверку раундов нужно брать за защиту. Без этого при счете 13-2 будет уже крайне сложно выбраться. And rosters in general, a brilliant performance so far from them, leading the way as well. Extinct with 16 frags, the highest in the server. And what a performance from him, 16 and 10 he currently sits at. It's been stunning. Ну и полноценный бай. Снайперская винтовка, 2 снайперские винтовки для Асилиона и никогда. Generally takes quite a bit of flack, but it's looking good now. So UMX coming into round number 14, a penultimate round of this half. Well, 11-2 lead. Look at Manx, look at the aggression. He's trying to... I thought for a second he's going to push that smoke and go full on aggressive, but he'll tuck himself in close. All the maids and utility being expended. Tadpole with Giraffe and Extinct as well, taking huge amounts of damage. Molotov dropped in close. Manx causing an issue. That nade coming through could do a lot of damage, and it does. 4 players taking huge, and now it can be a little bit of firing range as Nikolos and Nodios are shutting things down. Max is on of his own, and in a matter of seconds, all onto one man. Mazza in a 1 versus 4. Good for the first with 12 HP. Close HP into the ramp, and Nikolos will finish things off. With low HP, it was asking a lot. Unfortunately, he won't be able to find it, but that does mean the Copenhagen Flames, they've picked up a 3rd round, and maybe could pick up their 1st consecutive round.
mean, it has been a pretty one-sided performance so far in favor of UMX. Maybe we can see a bit of a resurgence for the latter part. Manx takes a bit of Molotov damage for UMX heading to round number 15. Unfortunately for them, it is just a low buy once again. You see, of course, the utility being expended, but it will be supported by only that 1 AK of Mazda and upgraded pistols. So, by no means an easy expense into this round. Nice shot, however, Artis, the Eagles causing issues. What a shot! Artis doubles up. Extinct gets one of his own, the smoke expending out on towards the side. They're going to start picking themselves up some weapons as the rotation comes through. But Artis pick up the frag onto Yabi, may I say, leaves a silly on with an order to find. Artis has got huge, a quad kill in the round from the main man. Picks up the frags and UMX. What a performance from them so far. A 12-3 half. These are Copenhagen Flames. They're already significantly have their backs against the walls. I mean, what a performance so far. It has been stunning. Что же тут поделаешь? Heading to half and two, well, we need a significantly stronger performance В принципе, from Copenhagen Flames. все. Well, В принципе, все. Так, смог на сайт, прикрывающий окно. Ну и потихоньку будут выходить. У нас Копенгагены на Б. Точку. Манкл делает минус. 3-5. Но и с более 70% вероятности Копенгаген Флеймс заберут эту пистолетку. 1 на 1 воюет с сайтом. Ну и... Нет. Этот выход будет осуществлен, хотя Крей делает минус. Ну и 3 в 4 при Манказе на 17 хп. Джоби и Манкл делают по минусу, и это 4-12 за Копенгаген Флеймс. Маза... Он сейф идет? Пытается. Да. Завершается этот наш раунд. И 4-12 за UMX. Ну что это, Эко или Форс? Это все-таки Эко с одной ЦЗшкой и флешкой. Копенгаген Флеймс выходит на рампы. Ну и точка полностью пустая, это укрепление мида. Но без проблем должно заходить на апленд. Нодиус дает молик. Но и UMX понимают, что это не мид, а скорее всего точка, так что смещаются вчетвером. Ну и будет приемка. Будет приемка. Ой-ой-ой. 3 минуса для UMX, но и 1 в 2. Все же должна уходить этот раунд для Копенгагенов. Да. Манкас дает минус. Ну и 2-15 на счете. 2-15-5. И UMX пока ведут, но Копенгагены все же дают шансы на возвращение для болельщиков. Ну и One
of the biggest divides within CSGO. Is the M4A1S versus the M4. Герей постреливается с рампой. И Копенгагены все-таки хотят выходить на рампу в пятером. Но их там и будет встречать два человека. Это артисты и под номером 9 это у нас Гриффин. Так. Now in towards top, Pauline, they all fall off as they're making their way up towards top yellow. Nice shot, however, Жоля дает минус по Гриф. Ну и... Ой, один минус всего лишь дает, но артист в размене. 3 в 3. Ну и не занятый сайт. Бомба лежит. Размен. 2 в 2. Ну, ставится бомба, но и будет ретейк. Без диффузов китов, с одним смоком и одной ложной. Откидывает смок Манкс. Ну, ретейк, 2 в 2. Занимает оба рампу. Смок на бомбу. И... Флэш под нее играет, конечно же, Макс. И остается 1 в 1. Разменивает. Будет тупо диффузить 10 секунд. Нет, он же не сможет диффузить 10 секунд. Да. Копенгаген берут 6-й раунд. Ну и 6-12. Возвращается Копенгагены. Ну и эк-раунд. Эк-раунд следует ждать от UMX. А вы, ребята, на кого ставили? Скажите мне, пожалуйста. На Копенгагенов или на UMX? Либо на Total? Напишите в чате, пожалуйста, будем смотреть. Эко для UMX. Ну и... Молик на Нодиус. От Нодиуса и втроем поджимка рампов. Под флэш. Ну и заняли. Получают определенную информацию. Already the man advantage in favor of the Flames here. Still, they hold their weight. Try and find something. Now, Extinct is making a little bit of noise as well, so nobody else in that close right position will be aware of at least one towards ramp. Looks like ramp will be that point of contact. Copenhagen Flames themselves are good at just changing that tempo and causing issues with it. Extinct needs to be careful here. Spotted by one will fall away. He's going to play that close angle, however. As the water comes through, it's only good for the two dinks there, but doesn't find a frag on either. But Manx and Odios are within one bullet range, especially to an MP9. Boost coming through. Bomb will be planted as well. MP9 trying to find something. A will from range. Giraffe, nice shot from him. On towards Nicholas, and expensive already. See, said not quite got the control. Meaning that... Well, artist has made it more expensive, but no way Giraffe's picked the frag. They've brought it back to 2 versus 1 now. Giraffe got it all to find. Swinging through, won't be able to finish things off. It's much more expensive than Copenhagen Flames initially intended it to be. Nonetheless, it's a round in favour once again of Copenhagen Flames. And a map this is generally seen as being more CT-sided. Well, so far in this match, is come across as being T-sided. For the CT side, they need a strong buy here, UMX, because it hasn't been going their way on C side so far. Orb has been brought out as well. The double up sets up even. Extinct open things up. That's a nice frag to get the ball rolling. Molotov being expended as well. Already UMX have the man advantage. Look at this position from Giraffe. He's playing close in towards Star Pool with that smoke dropped as well.
he can just be a bit of a nuisance. It is starting to fade, however. Artist needs to be careful. He's taking a bit of damage. Molotov in behind Giraffe as well, meaning he's to fall away. Just about staying alive. The spam coming through as well is an issue. He's left with 6 HP, and a nade will finish him off. Nice line up there from Yabi. Good for the frag. Bringing it back to a 4 versus 4. Flash comes through. Extinct. Good for 1, but only 1. Nodios in for the trade. Brings it back to a 3 versus 3. But still low HP. Needs to be extremely careful as well. And Assyrian on the swing. Assyrian will find Mazza. Now got a tough, tall order to do. It's 2 versus 2. Oh, missed shots. But tap all doesn't miss, even all into 1. Nikolas. AK in hand and a flash. Trying to stop the retake. Good for the first. Mazza dropped, and Tadpole is just holding. No, not like this. Got a kit in hand, he's done it. He just held it. Nerves of steel. He will be dropped in the end by Nikolas, who has actually picked himself up an AWP, but regardless, a round in favour of the CT side, and a much needed one at that. Pushed them ever so closer to that all elusive 16 in map number 1. It's been a very convincing performance from Copenhagen Flames, however, on the T side. They have sort of woken up in the server when things weren't looking as good to start off, let's say. It's all about whether they can carry on this momentum, because UMX, they picked a round now, and unfortunately for them, the buy into next, despite picking the round, won't be too comfortable. We do just see MP9's UMP 1 in 4 and 1 FAMAS, so by no means an easy buy or a convincing one at that. Or missed shot. Nikolas needs to be careful. The Galil spraying through as Nodios tries to find something. Maz needs to be careful not to overextend, but Jar's playing in close. Swing coming through, good for the first one, to make it 2, won't quite find it. Yeah, be in there for the trade for Maz gets one of his own. Smoke will be dropped as well, meaning that, well, they have brought it back to 3 versus 3. They are now pincered in towards his position. Now the AWP. Nikolas just trying to peek above the smoke, won't quite find anything. Still, they are slowly making their way once again towards A. Molotov in towards sandbags. Look at this from Extinct. If Extinct plays timing, perfect here. He could be good for so much. The AWP holding. Extinct trying to just sneak his way up. Needs to be wary. The problem is, with Vasilion holding the flank, for Extinct, his biggest kind of benefit here is just remaining alive here. Oh, and now he's giving away the ruse. He knows at least one in behind. Molotov drops in towards front side. Mank swinging. Needs to be wary of a flash, but there's actually no utility left. UMP's good for the first frag. Nikolas gets one of his own. Asilion goes to try and plant the bomb once again. Spraying through, they come. Asilion's good for the first. Now it's all onto the UMP. I dropped out from Mac 10 for an AK, may I say, in a 2 versus 1. Artist 1v2, and Nikolas will be gifted a frag. He walked into those crosses, and the AWP has found one. Nikolas, I mentioned he was one to watch for Copenhagen Flames. Oh, he's up to 20 frags in the server. Alongside Artist, but still leading the way is Extinct with 21 to his name. Has been a brilliant resurgence from the Danish side. Be looking significantly better. Oh, shots. Trying to find something on miss, but Asilion won't. Nice shot from him. Good for the first. Artist's pits has already been dropped left, right, and centre. And after seconds, or UMX are left with only 3 players remaining. Mazza, the scouts in hand. 2 the Eagles. From behind, however. Nice shot from Extinct, good for 1. Looking to make it 2. Yabi in close. Running, won't quite find it. Mazza got top task here. It's a 2 versus 4. Tadpole and Mazza, Deagle and Scout. So by no means an easy buy at all, as UMX just trying to do some economical damage
Well, Copenhagen Flames have been looking like the more alive side in the server in the second half. Their economy is still not looking too confident as of yet. The expanded Tadpole trying to get the drop here. You know, and Tadpole from behind. If Tadpole turns this perfectly, a shot from him, good for one. No deal drop after bomb drop, so 30 seconds remaining. 2 versus 3. Spray coming through. Yabi will pick up the fry, but the scout's good for one of his own. Looking to take it two. If he peaks at the right time, he can pick up something here. 23 seconds remaining. They're playing close. Mazza. Oh my god, what a shot from him. Mazza just stay alive. That's the priority here. This has been stunning from him. He's made this down to 1 versus 1. Vasily on low HP, just need to tag aim on the body. He's be careful, Vasily. He's heard the footsteps as well. Mazza, he overpeaked, overextended. There was 4 seconds remaining on Mazza. He should have just stayed alive. Oh, you hate to see it, where UMX unfortunately drop a round, which it should have been theirs. Ну и. That second one was brilliant. Quick scope. If he just stayed alive, Реплей нам показывают. Cillian was low on HP. What's unfortunate. Around in favour of the Copenhagen Flames. Problem for the Flames, however, is that I've seen this time I've caused. Что же ожидать от Копенгагенов? I mean, it's not by any means going to be the most comfortable long-term economy for the Danish side. You mentioned that it's still kind of on a bit of a teeter's edge. UMX though, nice comfortable fall by Mazza now. Traded out the scouts for an all. Nice little bit of nade damage. Trying to do a bit of sting. Look at this position here. Playing close. Smoke starting to fade and the peak will come through. Spots one and finds a fry, but we traded out quickly. Nobody else brings back to 4 versus 4. As they flood towards B, there's actually one player towards the side and towards CT as well. Cillian takes a bit of Molotov damage, but Nicholas through the smoke, good for 1. Yabi on the rotate comes through the Tadpole, might pick up frag. And Cillian good for 1 of his own. Got some Molotov in towards construction as well, leaving it 2 versus 2. Both players low on HP. As the rotation comes through, a Giraffe will punish. Nice for the first, leaving it all into Yabi. 13 HP, the young prodigy has to go nuclear here. Swing. In he comes, they're giving away position as well, and Giraffe's holding, and Giraffe will find. Nice retake from UMX. Ну и UMX берут 14-й раунд. Все-таки Копенгаген Флеймс не смогли взять 10-й. И это, конечно, будет полный удар по экономике Копенгагенов. For the T side, and so Leon's picked himself up an AK as well as Nick does. And most likely only be supported though by good pistols or SMGs. You can see our stats on your screen brought to us by Grid. UMX has converted the first going to around 8 out of 11 times, so that should be a priority for them. And just to see how the end of this game plays out, because we have seen a real resurgence from Copenhagen Flames, and well, the UK side, they've actually yet to pick up a consecutive round in the CT side. They've picked up 2 yet, but quickly already being put to good work. And a Cillian, nice shot from him. Extinct drop the repeat from Tadpole. Just going for information. Will spot out. Nice nade coming through, however. Mainz and Nodios down to half HP apiece. With Cillian down to 77 as well. This could become a bit of an issue as Tadpole going for the peak. Flashing towards mid. Tadpole still holding. Still just waiting for something to happen. Tadpole, a bit of a young prodigy himself, only at 17 years of age. And already putting up performances way above his years.
Spotted one, that shot, Asilion dropped, looking to make it two. Unfortunately, jumps at the worst time, and Nicholas will punish. Now the utility being expended. Molotov drops in towards the site, will try and stop the plant. As Giraffe makes his way back into the site. Now Yabi holding the flank. As the utility makes his way over. Yabi, if he gets a drop here, could be good for a couple of frags, but Artist is good for one. Giraffe, one of his own. Marta shutting things down towards one man Yabi in a 1 versus 3. All to find bomb down as well. He has got a tall order indeed. Spots the first. Drops Mazza. The damage on towards Giraffe as well, but they know his position. 30 seconds remaining. Well, they don't need to overextend here. Oh my, he's making this significantly harder than it needs to be. Drops down, steps would have been heard, and information gained. Artist needs to be careful not to overextend here. With low HP, Yabi on 64 still, causing issues. Trying to find it, but there we are, Artist, they finish these things off. I was looking slightly worrying for a second, but it will be UMX who have picked up round number 15, and in doing so, well, they've hit map points already on their own pick. Copenhagen Flames, what was a very good start for them on essentially for them on this T side is, well, unfortunately not quite carried on. Just waiting for this timeout to get underway. Now, well, I mean, what a performance so far from Copenhagen Flames on T side, but they let that one slip in UMX. Now they picked up a consecutive round on CT side, and doing so well, I think this could be maybe the beginning of the end, because as you can see, for Copenhagen Flames, money isn't their best friend. They will be coming into this round with just the upgraded pistols and a 1 Mac 10 in the hands of Asilion. Has got so much to do here for Copenhagen Flames. This is by no means going to be an easy round in round number 25. Hastings, aggressive here alongside his compatriots. Look at them go. The AK's causing issues alongside Giraffe with the M4S. This was close though. Asilion good for the first. I think he's good for one of his own as well, but he's back to 3 versus 3. They actually made this a significantly more doable round. Where smoke drops as well by Artist. He's going to re-peek in towards a close angle. Trying to find out the information. And we'll catch up with Asilion reloading. Nice shots. Brings it back into advantage. With Max low on HP as well. This is huge. Needs to be careful of his own Molotov, however. Smoke will be dropped in towards front sight. An AK and an M4A1S for Copenhagen Flames. Got all to find around number 25. And well, it will be the A site, it looks like, as that point of contact. And towards rafters, they spotted one, but they didn't find the frag. Still making their way towards A. And the bomb will be planted towards default. And they rotate, coming through. Tapol's good for the first and towards Manx. And now towards one man, Yabi. A 1 versus 3. All to find, all to do. And he's got huge here. Spots the first. Artist dropped. Looking to make it 2 as well as he re-peeks in towards rafters. Re-smoke on the bomb and does exactly that. It's a shot on towards Mazza. Tapol off the bomb. Reloading. Yabi, 1 versus Tapol. He needs to go huge here. Prodigy versus Prodigy. Youngster versus Youngster. And Yabi goes absolutely huge in the server. In the clutchest of moments, the 2 young Prodigies battle it out, and it will be the Dane who takes it. What a round from Yabi. He goes absolutely huge there, and he's picked it up and kept the dream alive for Copenhagen Flames. A 1 versus 3. Yabi didn't falter. Didn't stress, and well, the Deagle spam good to finish things off. Brilliant. Say the absolute least. Oh, for UMX, things aren't easily, well, they aren't quite as comfortable as they once were. Odds already out of the equation as well. As Nicholas the AWP pick up an easy frag there. Well, it means that's 4 many players for UMX in round number 26, and they are just trying to eco to get a more comfortable buy into the next. They can do a little bit of economical damage. That's the real, guys, priority. Still, they hold their weight, slower tempo again from the T side. Going Flames, they have the man advantage, have the weapon advantage. Nicoleo spots. Good for 2, looking for 3. Won't quite find it. Tapol in for the trade. Gets a 1 of his own and can pick himself up a Galil here.
Not the best, but no, by no means the worst. He makes his way up towards ladder. Nicholas spots and finds. Easy frag for him and Tadpole. Well, I think he's going to attempt to stay alive. Fall away. Might go for an extra frag or two. That's not really the priority at all for him. He's making his way in towards CT. I'll spot out something. Not quite as of yet. He makes his way out towards the site. He's trying to just cause a bit of economical damage. I mean, Yabi might have spotted him. Molotov in towards that position. And the nade from Yabi. Good enough for the frag, meaning that 4 players remain for Copenhagen Flames. And they will pick themselves up an 11th round on the board. It's been a good resurgence from Copenhagen Flames. When that first half was so one-sided, I thought it might be a quick end to this game, but they've put up such a good fight here. I need to run on 27. Once again, UMX, they're full bought into this. But losing this round will put them into yet again another eco. Trough lining up the Molotov in towards secret tunnel. Spots the first. Nice shot from him. We'll drop Molotov as well as he falls away off the angle. Now, smoke jumps towards front sight as well. Giraffe essentially playing here alone, so needs the support to come in to help him out. It's 4 versus 5 as they still are pushing up towards A. Giraffe has gone for a more passive angle here. But it does like it will be the same bomb site. Is there's going to be this point of contact, may I say. Artist coming to support now alongside Maze. He's going to double back though, waiting for the utility to expend his way over. They're not playing aggressive like this from UMX. Just playing a little bit more passive. You're trying to clear as many angles as possible with Cillian holding. Chico peeking in the angle. But the everyone-esque for the first frag. He looks away at the worst time. Is punished for it. 3 players remaining. It's going to be a 3 versus 5 retake ensuing here. No AWP as well. So the long range, they don't have to be too concerned about it. But Manx and Nodios good 1 each. Answered in for the trade. But Manx is going for 2 more. He's looking for the quarter in the row. No way. Manx clutch of his own. Leaving all on to extinct. A 1 versus 2. With Manx at low HP, the ISFT's fights makes this a more doable affair. Now, swinging in towards ramp. Doesn't have a kit either. Spots the first. Manx dropped. Flash coming through, and Yabi, again, in a clutch situation, makes it work in his favour. And Yabi, his performance is superseding his age. The 17-year-old has time and time again in the clutch situations come up absolutely huge. But Manx good for the 3K in that round. The double spray down the transfer was absolutely sublime. What a game we have on our hands here. I thought after how half number 1 started, this could be an extremely close, extremely one-sided affair, may I say, but I never expected it to be as close as this. Well, once again for UMX, they face another eco. He's trying to find something, won't as of yet. A lot of damage done. Nice way to get out on towards this bomb site. Essentially for free now. They made their way out.